Вокруг него располагался... Унылая пора очей очарования. Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышная природа увядания, в багрец и золото одетые леса. Осень одевает в багрец не только леса, но и города. И никто не может остановить эту проказницу, любящую разукрашивать все в красно-желтые цвета. В этот раз добираться до Осло мы решили на электромашине. Норвегия – одна из первых стран в мире по количеству электрозаправок на душу населения, и поэтому передвигаться по стране очень комфортно. И сейчас вот мы находимся на заправке Circle K, это бывшая заправка Statoil, и здесь вы можете на заднем плане видеть, стоит зарядное устройство, и здесь мы заряжаем нашу машину. Для того, чтобы пользоваться зарядкой, вам нужно скачать приложение. В этом приложении зарегистрировать свою карточку, подключить зарядку и начать пользоваться. Вот так вот, в принципе, легко и просто. То есть по старинке у вас не получится пойти и заплатить за зарядку машины на заправке, к сожалению или к счастью. Вот. Передвигаться на электромашине дешевле, но дольше. В среднем одна заправка занимает 30 минут, но зато ты чаще отдыхаешь и не так сильно устаешь. Наш автомобиль проезжает около 200 километров, и нам пришлось заряжаться около 3 раз. Хотя многие, кто путешествует с детьми на обычной машине, тоже вынуждены останавливаться, чтобы сводить детей в туалет и купить кофе. Каждый раз, когда вы оказываетесь в новом городе, в принципе, сложно понять, где что находится и где какое здание, что оно вообще из себя представляет. Но мы нашли выход. Сегодня мы находимся в Осло, и я вас познакомлю с классными друзьями Аустрис и Лена. И они вам расскажут много интересного об этом городе, а вот этой библиотеке. В нашем привычном представлении библиотека – это место, куда мы приходим за тишиной, чтобы уединиться, почитать книги. Но в этой библиотеке вы можете прийти и помузицировать. Самая лучшая библиотека в мире, 6 этажей с книгами на разных языках, кинотеатры, музыкальный островок, пространство для шитья, сценки, мастер-классы для детей и взрослых. И все это в одном здании. Наверное, у каждой девочки хоть раз в жизни закрадывалась мысль, а не сшить ли мне себе платье или юбку. Для этого не нужно покупать дорогостоящую швейную машинку, можно просто прийти в библиотеку и попробовать себя в роли швеи. А если кому-то хочется попробовать себя в роли дизайнера, вы можете принести сюда свою однотонную футболку и сделать на ней свой дизайнерский принт. Можно посмотреть фильмы, послушать музыку и даже поиграть в PlayStation. Не у каждого есть возможность купить свой первый музыкальный инструмент, но сюда вы можете прийти и попробовать себя в роли музыканта абсолютно бесплатно. Можно очень классно проводить время как одному, так и с друзьями. А здесь находятся принтеры для 3D-моделирования. Например, эта ваза спроектирована на компьютере и сделана с помощью этого инструмента. Допустим, у вас есть станок, который производит какую-то продукцию, и вдруг он ломается, и из строя выходит какая-то небольшая деталь. И чтобы долго не ждать доставки этой детали, вы можете прийти в магазин, где ее отсканируют и сразу же напечатают на 3D-принтере. То время, когда библиотека была только местом для чтения книг, давно осталось в прошлом. Теперь это место служит для развития всех возможных человеческих способностей.
Привет, меня зовут Аустрис, и мы находимся в районе Гринлока у арт-школы. Она находится между двумя промышленными зданиями. Одна из них историческая красильня, а другое здание по производству металла и сварки. В городах мы сталкиваемся с такой проблемой, как исписанные стены, исписанные подъезды. В Осло они нашли этому выход. Специально для этого они выделили район, куда любой желающий может прийти и в свое удовольствие исписать стены. Что можно сделать с зданием, которое портит вид города? В Осло стояло большое зернохранилище, которое реально портило вид города. И они из этого сделали студенческое общежитие. Раньше оно было полностью забито зерном, теперь оно полностью забито студентами. Красивое, разукрашенное, современное. Вот так вот. С самокатами вообще никого не удивишь на самом деле, да? В Осло и в других городах их все становится больше, 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 что привело к одной проблеме. Их везде разбрасывают, по всему городу они валяются как ненужный мусор. И в Осло сделали или ввели такое правило, что после 11 часов вечера все самокаты отключают. То есть вы просто не можете их взять в аренду. К чему это привело? А это привело к тому, что родные наши таксисты получили больше работы. Почему вообще запретили ездить на самокатах в Осло после 11 часов? Дело в том, что молодежь очень сильно выпивает или просто выпивает, и они пьяные садятся или становятся за руль самоката и попадают в различные аварии, в различные происшествия. И это приводит к тому, что медицинская служба или Легевакта, она зарегистрировала очень много людей с травмами от падения самокатов. И Ословская мэрия, или как их тут называют, они приняли решение, чтобы запретить ездить на самокате после 11 часов. У нас с папой, ну и вообще со всей семьей такая традиция, каждый раз в Осло приезжаем, идем в Starbucks. Друзья, как можно познакомиться с классным продавцом капучино в магазине? Каждый раз, когда вы заказываете что-то в Starbucks, они спрашивают ваше имя, да, допустим, вот как вас зовут. Вы можете спросить, а как вас зовут? И он обязательно ответит, вот мы так познакомились с ребятом, который сам из Бельгии, говорит по-французски. Je m'appelle Étienne, je travaille à Starbucks. Je sais pas. Qu'est-ce que je dis? Where the ocean bends, it's a tallest sound. Если вы вот ездили где-нибудь в метро в Москве или в Питере или еще в каком-то городе, вы представляете, что метро это вот люди стоят как селедка в банке, но в Осло не так. Смотрите, вообще просто никого нету. Stick with me and I will guarantee. Неожиданно для всех нас в Осло мы встретили настоящих уличных актеров. Эти ребята своими костюмами и харизмой вернули нас в детство. Это тигровый театр на колесиках для детей. Нужно подписаться на нас в Фейсбуке, Инстаграме. Делитесь этим в социальных сетях. Все, начинайте работать. Это передвижной детский театр, который ездит по районам Осло и устраивает различные представления. Их целью является показать детям, что такое театр и как весело в него ходить.
Осло есть место, где впервые в мире нашли кобальт. Кобальт — это такой материал, который используют для нанесения на фарфор. Вот если вы видели такие синие тарелочки, именно для этого в 17 веке и использовали этот материал. Раньше здесь находился кобальтовый завод, а теперь все, что от него осталось, это огромное деревянное колесо. В 18 веке это место было самым успешным и модернизированным производством кобальта в Европе. Завод восполнял 80% мирового спроса на синий пигмент, который использовался для окрашивания фарфора и стекла. Это был самый большой работодатель в Норвегии. Более 1000 рабочих работали здесь с утра до вечера, чтобы добывать вот этот вот синий цвет. А потом появился ультрамарин, и все. Помимо бесплатного жилья и медицины, всем детям рабочего предоставляли бесплатное школьное образование. Рабочие здесь настолько ценили, что помимо предоставления жилья у них еще были бесплатные дрова и свет. Вот бы нам сейчас так. Сейчас нужно платить и за свет, и за дрова. Эдвард Мунк приезжал сюда, чтобы нарисовать здесь именно этот водопад. Хотя я не понимаю, при чем здесь водопад, если здесь есть я. Если рабочий получал травму, что приводило к инвалидности, то ему выплачивали пенсию в размере половины от заработной платы. Вдова также получала пенсию и дети до исполнения 14 лет. В этом возрасте проводилась церковная конфирмация, и ребенок становился совершеннолетним. Это плот, и на этом плоту мы сейчас будем сплавляться на другой берег реки. Мотора здесь нет, но в роли паромщиков будут выступать наши мужья. По-норвежски это место называется Blåfarveverket и дословно переводится как «фабрика по производству голубого цвета». Раньше здесь семьи работали, а теперь отдыхают. Одну из пещер по производству кобальта уже в наше время переоборудовали в игровую площадку, и дети себя могут почувствовать горными гномиками, которые ищут золото. I'll give it all. Come take Гуляя по улицам Осло, мы зашли в здание одной церкви, которая называется Маркус Кирке. В городах средневековой Европы церковь играла главную роль в повседневной жизни людей. Помимо богослужений, в церкви и в церковных книгах вели записи рождения, крещения, бракосочетания и смерти людей. Теперь эту роль взял на себя ЗАГС. Церковь также была местом зарождения университетов, а такие известные музыканты и композиторы, как Моцарт, Гендель, Бах, были глубоко верующими людьми и писали свои произведения для церковных служб. Вот и сейчас вы видите молодых ребят с гитарами и микрофонами, и кто знает, может, это современные Моцарты и Гендели, играющие свою музыку. You're worth it all. Ну а теперь совет от Solo Family. В семейной жизни не бойтесь ответственности, ведь именно она заставляет вас двигаться вперед. Попробуйте не критиковать вашего партнера, а наоборот, подчеркивайте его достоинства. Не думайте, что брак осчастливит вас. Вы должны сделать все возможное, чтобы он был счастливым. И если вы будете сеять любовь, поддержку и прощение в ваши отношения, то наступит время, когда вы все это пожнете сполна. Ведь осень — именно та пора года, когда мы все собираем урожай. И я желаю вам, друзья, чтобы в ваших отношениях вы собрали богатый урожай счастья, заботы и любви. Compares to your